Мы обратили внимание на большое количество материалов в чешской прессе, в прессе Чехии. Мы обратили внимание на большое количество материалов в нашей прессе, в которых, среди прочего, затрагивался вопрос, через высылку дипломатов, пытались проанализировать заявление Министерства иностранных дел относительно того, что в числе государств, на территории которых велась разработка химических отравляющих веществ, которые имеют западную квалификацию «новичок», называлась Чешская Республика. Было много инсинуаций, были официальные заявления, было много всего. Вот с учетом этого повышенного интереса к этой теме, глобально к теме Скрипалей, и в частности к этому аспекту, я хотела бы напомнить еще раз, что в памятной записке с разъяснением реальной ситуации, она была размещена на сайте Министерства иностранных дел 21 марта, говорится: необходимое разъяснение, почему по делу Скрипалей абсолютно голословно обвинили именно Россию, в то время как разработка под условным западным названием «новичок» велась в Великобритании, США, Швеции и Чехии. Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ этого типа отражены более чем в 200 открытых источников стран НАТО. Это наша официальная позиция. Начали делать выводы об обвинениях. Никаких обвинений не было, об этом говорилось опять же в этом зале. Были факты. Нам начали задавать вопрос, в том числе через средства массовой информации, а что это за материалы открытых источников, о чем вы говорите конкретно. Вот давайте разберемся, о чем мы говорим конкретно. Не является секретом, не является никаким открытием. Это вообще, так сказать, абсолютно базовая информация для тех, кто знает историю, например, организации Варшавского договора, что длительное время Чехия и обладала, на тот момент Чехословакия, сейчас Чехия обладала и продолжает обладать высоко развитой химической промышленностью. Научный потенциал в этой области был востребован вот именно тогда, в те времена, когда Чехословакия являлась членом организации Варшавского договора. И в то время в рамках этой структуры, в рамках организации Варшавского договора на Прагу возлагалась особая ответственность в области химической защиты, непосредственно в рамках Восточного блока. Во всех средствах массовой информации вы можете материалы эти найти. Есть публикации на эту тему. Сказано, что после распуска организации Варшавского договора чешский научный потенциал в данной области был в полной мере востребован ее новыми западными партнерами, а в конечном итоге и, можно так сказать, образно унаследован НАТО. Подразделение химзащиты чешской армии несколько раз выполняло спецзадания на Ближнем Востоке. В частности, чешские военнослужащие побывали в Ираке и устраняли последствия применения оружия массового уничтожения в Кувейте. Абсолютно открытая информация. Дальше. Публикации средств массовой информации о деятельности научных центров в Чешской Республике, осуществляющих исследовательские программы в области боевых отравляющих веществ, позволяют сделать вывод экспертам о том, что важное место в этих изысканиях занимают вещества нервно-паралитического действия по западной как раз-таки классификация, называемая «новичок». Опять же, эта информация есть в интернете. Во главе этих работ находится Департамент токсикологии, военной фармакологии, факультета военных медико-санитарных дисциплин Университета обороны Чехии, Институт защиты от оружия массового поражения этого же университета, а также секция защиты от оружия массового поражения Военно-исследовательского института. С указанными структурами тесно взаимодействует 31-й полк радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Чехии, на которые возложены в том числе задачи по предоставлению необходимых данных о применении боевых отравляющих веществ, которые получены в ходе пребывания чешских военных на Ближнем Востоке. Я еще раз повторяю, что это материалы, которые в свободном доступе находятся в интернете, в частности. Если есть официальная реакция на конкретные факты, вы можете за ней, наверное, обратиться к чешской стороне. Так вот, опять же из СМИ. Наиболее масштабные
масштабные научные проекты в области боевых отравляющих веществ ведутся вышеупомянутым департаментом, в распоряжении сотрудников которого имеется уникальное научное оборудование, собственные разработки, предназначенные исключительно для исследований последствий применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Лабораторный комплекс включает в себя высокотехнологическую аппаратуру по изучению нарушений деятельности нервной системы и органических тканей в результате токсикологического поражения живых существ отравляющими веществами. Отдельным направлением исследования чешских токсикологов является разработка антидотов, это слово, которое мы теперь тоже все узнали, а также так называемых связывающих веществ и ферментов для поглощения компонентов отравляющих веществ нервно-паралитического действия до момента поражения ими жизненно важных органов человека. Исследовательские работы проводятся чешской стороной в тесном взаимодействии с профильными структурами стран Альянса. По итогам данных исследований, опять же, вся информация, как у нас принято говорить, есть в интернете, чешские ученые за последние годы уже трижды награждались грантами научного комитета НАТО. Отмечено участие в работе чешских научных центров американских военных специалистов. И также обращает на себя внимание и факт деятельности на территории Чешской Республики натовского центра по защите от оружия массового поражения в городе Вышков, это Южная Моравия. Он выступает в качестве головного исследовательской структуры Альянса в данной области. Центр был открыт 22 ноября 2007 года на базе Чешского института по защите от оружия массового поражения Университета обороны, на территории которого и располагается данная структура. Так называемым ядром центра в начальный период его деятельности, опять же, со ссылкой на СМИ, проверьте, запросите эту информацию, стали более 60 специалистов из 8 стран, конечно, Североатлантического альянса. Среди этих стран, среди представителей, которые там были, это были представители в том числе из Великобритании и ФРГ. Были еще и другие страны, но все страны члены НАТО. В текущем году к проектам центра должны присоединиться военные специалисты из Канады, которые уже осуществляют ряд совместных с Чехией профильных программ. Абсолютно, правда, неясным остается вопрос о подотчетности этого центра чешской стороне как в отношении собственных разработок, так и в контексте имеющихся в его распоряжении материалов, в том числе, возможно, неучтенных боевых отравляющих веществ. Вот этот вот интернационал по разработке ни о чем не говорит. Когда нам говорят про солидарность, вот, собственно говоря, на чем она в том числе основывается. 23 марта чешский военно-научный медицинский журнал. Газеты мы читать любим. Со ссылкой на многочисленные западные источники, включая научные публикации, разместил материал, который содержит подробную информацию о боевых отравляющих веществах нервно-паралитического действия, которые, угадайте, правильно классифицируются в западных странах под названием «новичок». Согласно приводимым в статье сведениям, семейство аналогов «новичка» насчитывается более 100 структурных вариантов. Это цитата. Очевидно, что свободное владение чешскими химиками конкретной информации о характеристиках боевых отравляющих веществ класса «новичок», возможных технологиях их производства, симптоматикой и последствиями их применения свидетельствует просто о широкой доступности этой информации и просто перечеркивает картинки, которые мы тут с вами видели, британского Foreign Office, в которых говорится о неком эксклюзиве на владение Россией какими-то там технологиями. Пожалуйста, прочитайте хотя бы чешские средства массовой информации на эту тему. В тот же день, мы любим читать и читаем много, в тот же день в другом чешском издании «Лидове новины» был опубликован материал, в котором со ссылкой на чешских ученых анонимно
Было допущено предположение, что исследовательскими центрами Чехии в режиме строжайшей секретности могли вестись разработки боевых отравляющих веществ типа «Новичок». При этом, однако, источник делает оговорку, что такие работы должны были быть направлены на создание эффективных методов защиты от поражающих веществ. Ну, а разве могут быть какие-то иные цели, кроме защиты? Так что Прагу никто ни в чем не обвинял, не обвиняет. Никаких обвинений, в отличие от британских коллег, мы никогда не предъявляем, уж тем более таким образом. Мы лишь говорим о том, что даже в медиапространстве, и это никакая не пропаганда, это не российские СМИ, это не вбросы в соцсетях, это чешские издания, которые издавались и начали работу давным-давно. Так вот, даже в медиапространстве существует большое количество материалов, подтверждающие высокий научный потенциал Чехии в области химических исследований и разработок, и это просто необходимо учитывать. Переходим к другим темам.